Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. В этом видео показываю, как я делала вот такие декоративные буквы. Можно, конечно, взять готовую заготовку и декорировать ее, а можно сделать самим, как делала это я. Я выпиливала его на лобзиковом станке по большей части, но можно воспользоваться обычным ручным лобзиком. Я изготавливала их из мебельного щита, можно также сделать из толстой фанеры. Все материалы, которые я использовала, есть в обычных строительных магазинах. Поэтому, кому интересно, оставайтесь и смотрите. Я распечатала на самоклейке и сначала отделила букву от буквы на ленточной пиле. Также я отпилила на ленточке все, получается, ровные края букв. То есть со всех ровных сторон букв я прошла тоже на ленточке. В общем, куда проходила моя ленточная пила, я все детальки постаралась отпилить на ней, потому что на ней, конечно, пилить проще, чем уже на лобзике. Но всю остальную, конечно, работу основную я делала уже на лобзиковом станке. У меня джет он, и вот я уже проходила на нем, все выпиливала. Вот такие буковки у меня выпилились. И я их прохожу теперь в курочка везде. Где-то маленькой, где-то вот такой терочкой прохожу. В общем, это такая самая ювелирная и муторная работа, я бы сказала. Но ее нужно сделать. Вот все буковки пошкурила, теперь нам надо посмотреть такие всякие сколы, где у нас получились, и замазать это, чтобы оно... Я буду это делать вот такой шпатлевкой по дереву. Уже остаточки я буду делать просто пальцем, потому что детальки небольшие, и вот эти всякие сколы можно просто так вот замазывать. И так далее. Все буковки мы пройдем и замажем, где какие сколы получились у меня по краю. Я все подзамазываю. По всем краешкам, где что увидела. И теперь еще оставила. И теперь ждем полного высыхания и снова шлифуем. Буковки у меня зашкуренные все, подготовленные. И вот пока буду показывать вам, как я крашу подложку. То есть нижний слой, который мы будем вытирать, который будет просвечивать. Тут у меня тканька постеленная, внизу клеенка на столе, чтобы ничего не просочилось. Обязательно перчатки. Я показываю, кстати, этот способ, есть у меня на видео. Оставлю ссылку в описании. В принципе, принцип все тот же, как и там. Там крашу большие объемы очень быстро. Это акриловая эмаль у меня. И вот здесь у меня губка, мы уже постоянно крашу. И там вода. Вода такого цвета не смотрите, потому что я ее просто сейчас буду макать. Так, берем, макаем в воду, выжимаем. И макаю в краску. И втираю в дерево. Способ замечательный. Мне он гораздо больше нравится, чем покрывать морилкой. Услышала я у Лейла Соло. Кто знает, Лейла Соломахин. Вот. И давно пользуюсь им. Ну, кстати, не только она говорит, еще подписана на американский канал. На английском там тоже рассказывает. Она там уже давно все так красит. И подсвечники. Но первый раз от Лейлы услышала. Вот. И таким образом стираем. То есть у нас губка влажная, не мокрая, чтобы там что-то лилось. Я извиняюсь за свет. Нету дома света, а доделать нужно. Поэтому, ну, в принципе, тут все понятно. Если непонятно, посмотрите мое другое видео. Посмотрите, как шикарно получается. Прям. Мне очень нравится. Это даже так оставляла. Надо так что-то сделать. Просто фактурка дерева. Так, ну и все остальное тем же макаром. Единственное, можно и без перчаток, потому что акриловая краска, ну, она очень хорошо оттирается. Но я не хочу сейчас руки пачкать. Мне ехать надо. Вот. Так, конечно, руками не остаются так следов. Перчатки больше следов оставляют. Но это у меня внутренний слой, поэтому мне тут вообще не важны ни разводы, ни что. Мне главное, важен прокрас. И еще, тем более, на углах больше. Даже, в принципе, мне можно серединку не красить. Я так уже затираю, что как первый слой.
чтобы уже раз зашкурить, а потом можно было работать уже, потому что, ну, первый слой по-любому все равно что-то подымет, какой-то ворс. Ой. Вот и так все остальное проходим. Быстро, ну и достаточно просто, конечно. Трешь, дотрешь. Ну вот и так все остальные буквы, я думаю, тут уже, в принципе, все предельно ясно. Макаем, выжимаем в краску и растираем. Где густовато, растираем хорошо. Букву я сошкурила. Сошкурила хорошо, подготовила уже к покраске. Стелила специально, кисточка у меня. Они у меня будут розовым. И сейчас что мы делаем? Мы берем и краешки натираем воском. Я вот сильно этого не буду делать, потому что у меня не такой прям винтаж, у меня все-таки это Прованс, поэтому я там слегка зашкурю, поэтому по углам прохожу кое-где парафиновой просто свечой. Или, не знаю, как она, почему парафиновая, может, восковая, я как бы разницы не чувствую. И на этой планке, где она будет стоять, ну, проделываем то же самое. Где мы хотим видеть потертости, там мы натираем свечкой. Ну и начинаем красить. Краску буду использовать вот такую вот. Она уже колерованная у меня в розовый цвет. Первый слой размазываем хорошо, наносим. А уже последующую можно, ну, посмелее краску наносить потолще слой. Но главное, чтобы не было никаких потеков. Ну, уже сам процесс показывать не буду. Уже красим несколько слоев, 2-3. Единственное, что нам надо сразу покрасить, ну, то есть высох, покрасил, не дожидаться, чтобы у нас там 2 дня она сохла, иначе мы потом можем не снять, как это сказать, не снять до темного слоя, потом можно будет уже содрать до дерева только с шкуркой, а нам этого не надо, нам нужно, чтобы у нас красивые потертости образовались, поэтому красим и сразу высыхает там 2-3 слоя, сколько понадобится, и сразу мы стираем, затираем, зачищаем, вернее, уголки. Вот. Ну и продолжаем красить. Я уже покрашу, потом покажу. Так, смотрите, такой момент. Вот у меня буковки на один раз покрашены, да, и высохли. И поднялся опять ворс. И нам нужно сошкурить, потому что иначе есть шероховатости и неровности. Но что мы делаем? Если мы сошкурим, то, естественно, мы воск, парафин этот сошкурим, и потом не сможем состарить, как нам нужно, да, протертости не будет. Поэтому, если вы вдруг затеяли край, да, вот как я вот, допустим, сейчас даже специально, то еще разочек проходимся воском. Но лучше, конечно, сошкурить так, чтобы не задевать край. То есть, ну, мы шкурим там шкурочкой, к примеру, посерединке проходим, а край у нас потом сошкурится и так. Вот. Ну или вот такой вариант, что нам придется где-то подкрашивать, где мы хотим видеть какие-то потертости. В общем. И еще момент. Я из этой кисти стала красить ей только палку. Только вот большую, потому что мелкая, конечно, ей не то, что не очень удобно, а очень неудобно. Я взяла кисть, пользуюсь такими кистями, люблю. Это просто кисть для макияжа. Поэтому вот вам лайфхак. И она залезает во все те места, которых та не может залезть, и прокрашивает очень аккуратно. Ну, то есть это у нас первый слой, конечно, это же вообще сейчас просто ни о чем. Ну, в общем, буду красить именно вот этой кистью, буковки покрашу. Уже до финишного слоя. Уже больше шкурить не буду, уже все пошкурено. Поэтому уже покажу конечный прокрас. Покрасила буковки, примеряю к подставке. Немножко большеватые, конечно, получились. Будут, наверное, полтумбочки занимать. Вот. Они еще не закреплены. Сейчас буду шкурить ребрышки. Красила я, наверное, слоев на 5. После каждого слоя старалась зашкуривать. Все-таки какие-то мелкие вылезали, широковатости, неровности. Сейчас уже окончательно буду их зашкуривать. Сделаю на букве О, наверное, трафаретик. Может быть, на Е где-нибудь там еще добавлю какую-нибудь веточку. Ну, в общем, продолжаем работу. Беру вот такую мелкую шкурочку. Совсем. И прохожу. Так, на ребрышках я прохожу, убираю уже окончательно шероховатости перед трафаретом и лакированием. Где похуже, конечно, это будет уже задний фон. А где вот получше, там специально побольше красила. Теперь, смотрите, я буду убирать вот так вот.
Потому что если когда шкуркой затираешь, она как будто вот этот контраст затирается. И мне не нравится этот эффект. Поэтому я буду делать именно шпателем. Убирать воск, который мы наносили внутри. Ой, не внутри, вернее, а по ребрам. Вот. И вот так вот мы проводим. Где остается, где убирается, там убирается. Где не убирается, там пусть не убирается. Потому что нам тоже... Ой, немножечко тут надо будет подкрасить потом. Ну, в принципе, суть ясна. Я уже буду делать не на камеру это. Вот. То есть, видите, у нас какие красивые потертости. А если я буду это делать шкуркой, то они они затрутся. Вот. Тоже, конечно, можно, если вы хотите, допустим, такой эффект. Вот, видите, как получается? Оно не то. По мне так не то. Именно вот так оно получается то, что надо. И с каждой стороны проходим по ребрам. Можно взять что-то другое, к примеру, металлическую линейку. Главное, чтобы вот тут вот не острый край был, не сильно острый, чтобы он не издирался, но в то же время у нас чтобы древесина не повредилась. Я тоже таким же образом прошла, обязательно уголочки, потому что у нас, первое страдает, да, это всякие уголки. Что-то у нас, ой, как-то намек на наш винтаж был. Все буковки тоже прошлась. Прелестные просто получились. И теперь немножечко со шкуры мелкой наждачкой, потому что тут может быть шероховатости остались, когда мы убирали краску. Слегка пройду, не затираю. Вот, и можно будет уже сделать трафарет и уже крепить на планку. У меня есть такие трафаретики, делала сама. И вот здесь вот такой вот как изогнутый цветочек есть. Я хочу попробовать его вот так вот сделать. Но я хочу обвести его сначала карандашом, чтобы, если что, можно было стереть примерно контур, чтобы посмотреть, как он позиционироваться будет именно на этой букве. Ну вот, в принципе, очень неплохо. Так, меня устраивает. Теперь можно тогда приступать уже к трафарету. Карандаш я просто возьму и сотру ластиком. Так вот, следа не осталось. Заклею нужное. Извиняюсь за руки. Уже столько сегодня красила, что мне просто пока не до маникюра. Беру краску, листочек бумаги, где я буду вытирать лишнее, кисточку трафаретную, кисточку сделала сама. И краска у меня уже разведена, какая нужна мне, потому что это у меня серия декора Прованса. Так, ага, почему-то вот тут это не заклеила. Хотя тут-то нам тоже надо. Хотя в принципе потом я там буду набивать фиолетовое и меня перекроет зелень. Так что мне не страшно. В трафарете главное, чтобы у нас не было краски слишком много. Иначе она просто, я вижу часто девочек, которые делают трафарет, начинающих, так сказать, мастеров, что у нас все трафарет весь расплылся именно из-за того, что они торопились и пытались сразу много краски вогнать, либо краска была жидкая. Вот это надо избегать. Так. Вот так у нас получилось. В кие я добавлю только небольшой листик на уголочек. Там уже цветочек уже будет лишний.
Вот так. Приступаем. Ко второй части марлезонского балета. Так, где у нас трафаретик? Вот он. Соединяем. Я на другой заготовочке как раз сделала сиреневым цветом. Так. А теперь что нам надо? Теперь нам надо наоборот здесь закрыть зелень. Закончился бумажный скотч у меня. Малярная лента. Поэтому леплю самоклеечкой. Вот такая нежная красота получилась. Все, останется только покрыть лаком и приклеить к планке. Я выставила буковки, вымерила по расстоянию. О, немножечко его стоит. И я сейчас зафиксирую на обычный термоклей, он у меня уже видавший вида. Вот. А потом, скорее всего, зафиксирую на шурупы снизу. Приклеила буквы, и вы знаете, решила вообще не заморачиваться больше ни с какими шурупами. Не дай бог еще там где-то что-то вылезет или лопнет, потому что даже вот буква О, посмотрите, как держится. В общем, как я это поняла, как-то я так не тестировала термоклей. Но я немножечко не так букву Е, чуть под уклоном она у меня получилась, приклеила. И когда захотела я поправить, это оказалось так проблематично, я еле-еле ее отодрала. Подогрела только когда феном строительным, только тогда я смогла ее как-то открепить. Вот, в общем, вот так держит термоклей, просто намертво. Ну вот и все. Вот такие буковки у меня получились. Вместе с ними я еще делала несколько изделий. Это шкатулочка, часики, короб и кувшинчик. Все в одном стиле. Я обязательно ссылочки оставлю в описании. Вы можете это все посмотреть у меня на канале. А я с вами не прощаюсь, а говорю вам до новых встреч, до новых свежих интересных идей. И желаю вам творческих успехов.